Встречаем на льду участников первой группы. Арина Парсегова, Матвей Богданов, Москва. София Диана Касин, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Мы вновь приветствуем вас на финале Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Наша трансляция ведется из Челябинска. Уже первый комплект медалей разыгран юниорскими танцами на льду. И сейчас очередь спортивных пар. И как и вчера у комментаторского пульта я, Максим Троньков, и заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Морозов. О, привет. Ты в предвкушении, я уверен. Привет, Максим. Добрый день, добрый вечер, наши слушатели, телезрители. Ну что, спортсмены уже на льду, разминают свои произвольные программы. Мне кажется, что сегодня будет интересная борьба, жаркая борьба. В заявке контента стоят и четверные элементы, такие как выбросы, подкрут у разных пар, плюс очень много сложных каскадов прыжковых. Поэтому будет интересно сегодня смотреть. Ну а мы будем помогать, комментировать, разбирать. Надеюсь, что ошибок будет не так много, и нам не придется много давать своих комментариев. Да, ну и первыми на лед выйдут Арина Парсегова и Матвей Богданов, у которых вчера не все получилось в короткой программе, поэтому довольно скромная сумма баллов по итогам этого вида. Именно они откроют первую разминку, откроют эти соревнования. Конечно, ребята могут больше, и они уже в этом сезоне показывали очень хорошее катание. Я уверен, что в произвольной программе при должном настрое ребята смогут подняться в турнирной таблице, а может быть даже и удивить нас чем-то новым, потому что развиваются они не по дням, а по часам. Вторыми на лед выйдут София Диана Касинц, Александр Бригей. Пара Александра Смирнова, который тренирует в школе Тамары Николаевны Москвиной. Тамара Николаевна мы уже с Владимиром в кулуарах встретили, поздоровались. И, конечно же, она тоже сейчас здесь, на ледовой арене, будет наблюдать за молодой парой, тренирующимся в ее центре. Вот на наших экранах как раз Александр Смирнов, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира. Вместе в паре с Юкой Скалабути они были первой парой страны в 10-е годы. Кира Доможирова и Илья Вегера третьими выйдут в этой разминке. Эта пара представляет Пермский край, тренерский штаб Павла Слюсаренко. Здесь с ними Татьяна Дудвасева, одна из тренеров. Такая же, как Егор Закроев, Павел Слюсаренко. Этот тренерский штаб уже давно удивляет сильными спортсменами на соревнованиях любого ранга. Подъезжают, получают последнее наставление от Татьяны Дудвасевой, ребята, от хореографа Сергея Плишкина, который вчера отпраздновал свой день рождения, с чем мы его и поздравляем. Вот на наших экранах и тренерский штаб. Ну и закроют выступление в первой группе Таисия Гусева, Даниил Овчинников. Таисия, наверное, главная звезда здесь, в Челябинске, потому что она местная спортсменка, и есть баннеры, пришли ее поддержать семья, друзья, бабушка на трибунах. То есть здесь у нее, наверное, самая такая большая поддержка. Ну и еще стоит напомнить, что Павел Астахов, который во второй группе будет кататься, тоже челябинец, и тоже, я уверен, вся его семья будет на трибунах. Поэтому следим за этой парой особенно. Вчера им родные стены помогли, очень уверенно они откатали короткую программу, открывали они соревнования спортивных пар и, может быть, где-то только поэтому оказались в первой разминке. Конечно, катались достойно, но, к сожалению, только 4 места в каждой из разминок, и не влезли они, были пятыми. Но еще же все может поменяться сегодня.
Короткая программа – это всего лишь разминка перед произвольной. Да, и действительно отрывы у спортсменов все досягаемые, они такие большие. И уже первенство России нам показало, что в парном катании все может поменяться. Ну и очень хорошие суммы баллов, даже отталкиваясь от прошедших коротких программов на первенстве мира, на юниорском чемпионате мира, мы можем сказать, что в сравнении наши пары довольно хорошие баллы набирают и очень катаются уверенно. Вот и мы на ваших экранах. Владимир Морозов и Максим Краньков. Приветствуем вас из Челябинска. Всем привет. До завершения разминки осталась 1 минута. Тем временем 1 минута остается до окончания разминки. Совсем скоро наступит развязка. Последние прыжки, последние попытки мы видим на льду у наших ребят. Тренеры, я думаю, тоже в напряжении. Особенно, конечно, Тим Тутберидзе, у которых аж 6 пар на этом турнире. Вот они на наших экранах. Первая разминка. Дмитрий Забнин. Все спортсмены такие собранные сегодня, сконцентрированные. Сильно отличается со вчерашним днем настрой, и видно, что ребята готовятся показать серьезное сегодня катание с серьезными элементами. Желаем им всем удачи и гладкого льда. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Арина Парсегова, Матвей Богданов, Москва. Арина Парсегова, Матвей Богданов открывают соревнования спортивных пар в произвольной программе. Ребята представляют Москву, центр фигурного катания Терри Тутберидзе.
Ну что ж, браво, ребята. Это гораздо лучше, чем вчера. Мы не видим такой большой радости у них от чистого проката, потому что они все понимают, что вчера очень много упустили. Но сегодня они могут, я думаю, друг друга поздравить с этим катанием, потому что это было действительно очень уверенно, очень сложно и очень-очень красиво. Большие молодцы. Совершенно другой прокат, нежели вчера. И элементы были, которые повторялись сегодня, были по качеству гораздо выше, чем в короткой программе. И на подкрутке, и на выбросе. То есть никаких сегодня ошибок явных не было. По уровням Тодес единственное, что третьего уровня, хотя мне показалось, что было на грани третьего-четвертого, поэтому, конечно, на усмотрение технического специалиста будет выставлена оценка. Ну, у нас вообще техническая бригада работает очень-очень, так скажем, жестко по отношению к юниорам, потому что даже здесь мы видим, что, казалось бы, прыжки были шикарно выполнены, сложнейшие, флип, лутс, но никакого тебе поощрения. Ребята получают attention такой за лутс, потому что ребро не увидели четкое судьи. Сложный И вот каскад. здесь вот поставили, кстати, на двойном акселе недокрут кому-то из ребят, пушечка. То есть вот... Я думаю, что это Арине на акселе поставили. Вот, и как бы казалось бы, что все здорово, а техбригада все равно довольно-таки жестко каждую ошибку учитывает и не прощает. Но сегодня, правда, молодцы. И очень хорошая пара, очень красивый дуэт. Как будто бы подходят очень друг другу, правда, ребята? Такие два милых, Это, симпатичных, во-первых, тоненьких. новый дуэт. Да. Не так долго они в паре катаются, и еще многому предстоит научиться, но для старта это очень прилично, и большие перспективы, наверное, можно сказать так даже, есть у этого дуэта. Поэтому желаем им дальнейшего развития и успехов в следующем сезоне. Даже вращение хочу отметить. Совместное вращение, ребят, все время в этом сезоне не брали положение сидя. И сегодня я прям видел, как Матвей старался. И вот в итоге получил, наконец, 4-й уровень к концу сезона. Вот что значит работа. 118,72 балла. Именно от этой суммы в произвольной программе мы будем сегодня отталкиваться уже при просмотре следующих пар. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. София Диана Касинс, Александр Бригей, центр Тамары Николаевны Москвиной, тренер Александр Смирнов и их произвольная программа. Отель Гранд Будапешт. Именно так называется их композиция.
молодцы ребята, молодцы вообще сегодня пара, уже вторая пара к ряду радует нас очень уверенным катанием. Да, была небольшая ошибочка, но все это мы обсудим, еще София покажем, когда будут Александр повторы. Бригей. Так хочется сказать, что как будто бы два лучших проката в этом сезоне сделали ребята. К концу сезона прямо нашли себя, и в короткой выглядели довольно уверенно, и в произвольной тоже для себя очень классно катались. В конце, конечно, немножко тяжело уже было, видно было, что и поддержка последняя так была тяжело выполнена, но в целом нигде уровни не потеряли, и все удержали, все доделали. Немножко Тодос мне показалось был высоковат, но все это только техбригада может нам сказать точно. Как оно будет. Александр Смирнов тоже, как мы слышим и видим, абсолютно доволен. А вот мне не показалось, что было тяжело в произвольной программе. Было ощущение, что при заходе на такие верхние элементы, как поддержки, как на подкрутку, вот именно не было набора скорости достаточного. И плюс еще на самом элементе ты теряешь скорость. Поэтому казалась тяжесть такая, общее Как раз впечатление. ошибочка, двукратная тройка после исполнения Луца. И еще и ребро находит здесь судейская бригада. То есть так понизит им этот элемент. Это единственная, наверное, видимая ошибка была за весь прокат. Да, подкрутка оценена 4-м уровнем сложности. Ну, все было. Руки, ловля и шпагат. Параллельный тройной сальхов. Немножко так горошком выполнили, но для юниоров допустимо. Но надо поддоработать этот Но элемент. Сальхов остался в нулевой зоне, без джуи. Просто базовая оценка. 4.30 ровно. Выброс флип сегодня гораздо лучше, чем в короткой программе. Да просто шикарно. Сегодня уже Отлично. вторая пара делает выброс, в котором вчера была ошибка. И задаешься вопросом, почему вчера оно случилось, если вы так здорово умеете это делать. Ну, возможно, первый день старта, первый адреналин прошел, и сегодня уже на спокойных ногах Да, выходили, вот только катались. один оборот, к сожалению, в низкой позиции, поэтому только первый уровень на Тодосе. Всем привет. Мам, привет! А что было принести? За исполнение произвольной программы София Диана Касинц, Александр Бригей набирают 120,86 балла. 120,86 балла, и по произвольной программе это текущее первое место, и обходят они Парсегову и Богданова, Первое место. тем самым пока лидируют. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Кира Доможирова и Илья Вигера, Пермский край. Кира Доможирова, Илья Вигера, Пермский край, и их полюбившаяся зрителю программа «Прекрасное далеко». Крылатые качели, именно такая компоновка музыки. Вперед, ребята, удачи! На месяце апреле в старом парке танцует, и веселые качели начинают свой разбег. Глаза дыбятся на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Улыбая вышине,
Увы, видимо, это по реакции спортсменов. И мы также с Владимиром весь прокат разбирали, что же случилось и почему второй год катают уже эту произвольную программу ребята, и никак у них Кира не Новожирова, получается Илья Вегера. как-то собрать в кучу, что ли, в этом сезоне все элементы. И здорово они катались на Кубке Первого канала среди юниоров. Обыграли там и Шешель, и Карнаухова, и Зою с Артемом. То есть, ну, казалось бы, все у этой пары есть, но почему-то вот на соревнованиях не все всегда получается. Конечно, яркий дуэт с очень интересными находками, с классными поддержками, с элементами 4-го уровня, но когда дело доходит до прыжков, до координации онных элементов, возникают проблемы, и проблемы очень серьезные. Не получилось только сегодня прыжковые элементы. Первые 2 прыжка, каскад не получился и выброс. Первый был тоже в 2 ноги. Сейчас на повторах все посмотрим. То есть вот подкрутка, да, здесь отсутствие шпагата, как мне кажется, поэтому... Мне кажется, ловлю не взяли. Вот двойной сальхов, одинарный аксель. И в конце уже пристегнуло 2,5 аксель. Но он тоже был недокручен, и мы видим это, что и судьи отмечают это. Тулуп, конечно, здесь очень неприятное падение. До конца Илья боролся, но... Самое неприятное, что партнерша сделала двойной, а партнер упал, и получается это одинарный, двойной с падением. Это Совсем маленькая оценка. Это даже И не вот но- это тоже здесь надо отметить, что 2 ноги с выбросом. на прыжке даже не 0, а ты просто в минус, получается, уходишь. Зато вот Тодос и вот эти все элементы, и выброс в конце программы Ридбергер шикарный был выполненный. Ну и поддержки, это как эталонные элементы пермской школы. Поддержки и акробатический спуск, все было хорошо. Конечно, здесь большие надбавки они получат за парные элементы, но Да, вот очень интересные находки, все это без потери хода, без каких-то зубцов, то есть без видимых усилий. И все это, конечно, судьями будет отмечено. Вот все вот эти вот интересные перехваты при входах и выходах из поддержки. выход из парного вращения. Работала команда по поиску каких-то креативных решений, каких-то спусков креативных. И это действительно смотрится на льду очень хорошо. Ну, я думаю, что тяжело им в произвольной будет быть выше, чем предыдущие пары. А как это будет по сумме сейчас? Кира Новожирова, Илья Вегера набирают 107,20 балла. 107,20 балла, текущее 3-е место. На данный момент они занимают 3-е место. И 3-е место по сумме пока, то есть пока что ребята... Ну, я думаю, что это объективно, вы сами все видели. На лед приглашаются Удачи в будущем. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Эдвин Мартон, Артон Айс. Домашний лед для Таисии, поддержка. И наша, конечно, с Владимиром тоже. Пара представляет Москву, центр фигурного катания Терри Бридзе. Удачи!
Казалось бы, хотелось прямо вскочить с места, когда такой сложный элемент, как четверной подкрут, ребята сделали. И делали они его уже в этом сезоне и на 3-й уровень сложности. Пока судейская бригада еще смотрит и все-таки оставляет его 2-м. Но, конечно, такая грубая ошибка у Дани на каскаде. Все мы понимаем и видим. Все у него на лице, всю программу все было написано. Так он как будто бы не мог себе простить этой ошибки. Сложный каскад. Тройной лут, тройной тулуп. И вот тройной тулуп, к сожалению, не удался у Данила. И двойной аксель уже можно было это, если и не делать. Но вся остальная часть программы выглядела очень уверенно. Здорово, что ребята не рассыпались, что ребята собранно продолжали кататься. Особенно Тасю хочется похвалить. Огромная молодец. Прям характер. Видно характер в таком вот маленьком, хрупком человечке. И такой сильный характер. Прям не отпускала себя всю программу. И выбросы четко приземлялась со всех элементов. С таким очень напором они сильным начали свою произвольную программу. На большой скорости они зашли на четверной подкрут. Вот нам показывают. С такой же скоростью, мне показалось, большой. Прям они пошли на каскад. И вот здесь, конечно, падение было со 2-го прыжка, с тройного тулупа. Сложный действительно каскад. И много оценок он приносит всегда. Но сегодня он не случился. Также параллельный сольный тройной флип. Сделан был хорошо и оценка соответствующая. Тодес чуть-чуть, мне кажется, не закрыл 3-й оборот. Партнер, поэтому уровень 3 всего лишь. И хочу напомнить, что каждый уровень приносит на Тодосе полбалла. Соответственно, здесь потеря была полбалла. В короткой программе полбалла уже целый получается. И на простых элементах, когда теряют пары уровней, это в сумму такую существенную превращается. И при том, что делать четверной подкрут, сложные прыжки, каскады, и делать потом Тодос 4-й уровень, не знаю, с чем это связано, но думаю, что исправится в будущем. А по поводу поддержек, выбросов, ну, здесь было сделано чисто, хорошие выбросы, уверенные выезды. Не самые амплитудные, но в любом случае на выезде никуда не качало, уверенно катилась в позиции. Но они достаточно пролетные, они, может быть, не очень высокие, но, тем не менее, в длину они довольно хорошо таисия, поэтому момент амплитуды, я думаю, еще она придет. За исполнение произвольной программы Таисия Гусева, Даниил Овчинников набирают 117, 162 текущее место. 3-е. 185,4. На данный момент они занимают 2-е место. Тем самым уступают они Касин с Бригею и располагаются на 2-м месте. Достаточно плотно пока идут пары. Встречаем на льду участников 2-й группы. Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Зоя Ковязина, Артемий Мохов, Москва. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. На льду 2-я разминка. 4 сильнейшие пары после короткой программы. Это Полина Сажина, Алексей Белкин, Зоя Ковязина, Артемий Мохов, Ольга Савада, Павел Астахов и Полина Шешелева, Егор Карнаухов. Все эти пары представляют Москву, одну тренерскую группу, один центр фигурного катания Терри Турберидзе. И, Вова, вот как ты считаешь, давай подискутируем на эту тему. Казалось бы, когда-то ты пришел в группу Терри Георгиевны единственной парой, будучи в 2021 году, готовиться к Олимпиаде 2022 года. И после этого, посмотри, какое наследие. Как будто бы Терри Георгиевна загорелась парным катанием, создала группу. Сама очень плотно работает на всех тренировках, практически присутствует на всех прокатах. Весь тренерский штаб, и Дани Глихенгаус, и Сергей Викторович Дудаков. И ребята выходят на одиночный лед прыгать прыжки. С чем связана такая любовь к Терри Георгиевне к парному катанию? Не ты ли привнес? Ой, я надеюсь, что какая-то часть
мои заслуги в этом есть, что образовалась такая сильная группа парного катания на катке у Этери Георгиевны. И пар много, пары сильные и с большим, наверное, будущим. Это в любом случае наше будущее. Когда-то они выйдут во взрослые соревнования и будут приносить, будем надеяться, что будут приносить медали чемпионатов Европы, мира, олимпийские медали. И, конечно, классно, что Этери Георгиевна выделяет своих одиночниц под парное катание, сильных одиночниц полным набором прыжковых элементов со всеми каскадами 3-3, со всеми тройными. Такое ощущение, что даже вот мальчика сейчас сложнее найти партнера, нежели найти себе девочку пары. Поэтому желаю только процветания и развития этой группе. Да, ну и здесь собраны, скажем так, не скажем так, а так и есть сильнейшие юниоры, сильнейшие пары в этой разминке, потому что только вот Таисия Гусева, Данил Овчинников, будучи бронзовыми призерами чемпионата России, здесь, да, с ошибками выступили, и поэтому, к сожалению, не попали в эту разминку. А так здесь первое место первенства России, второе место первенства России, четвертое место первенства России. И вот Зоя Ковязина, Артемий Мохов, они на этом турнире просто обязаны реабилитироваться за ту неудачу, за тот неудачный прокат, который выдали на первенство. То есть там ребят буквально было не узнать, не знаю, что с ними случилось. Где-то, может быть, переволновались, потому что конкуренция и внутри группы очень высокая. Ребята вместе на одном катке тренируются, в одной группе катаются, всегда друг друга подстегивают, и не всегда психологически можно выстоять. Но они косвенно, можно сказать, каждый день друг с другом соревнуются на каждой тренировке. Так или иначе, все равно ты видишь, что делают твои конкуренты на льду, находясь с тобой, и ни на минуту не расслабиться, так сказать. Да, это действительно так. И в этой разминке тоже будут очень-очень сложные элементы. Мы обязательно, я думаю, увидим четверной выброс в исполнении Ольги Сабады и Павла Астахова. Они уже удачно выполняли этот элемент на первенстве России. Не знаю, пойдут ли здесь на него. Даже специально не стал спрашивать ни у тренеров, ни у самих ребят, чтобы для меня это стало сюрпризом. Но пока, судя по разминке, подводятся они к этому элементу. Ну и на наших экранах Дмитрий Завнин, вновь Филипп Тарасов и вновь Максим Болотин. Те люди, которые как раз и создают вот этот клуб парного катания на базе центра Этери Тутберидзе. Но здорово, что столько специалистов, конечно, ребятам помогают, и хореографов, и специалистов по скольжению, по выполнению шагов. Мы с Володей всегда, если в гости приходим, тоже обязательно своим советом поддерживаем ребят. Но это еще не весь штаб, который работает с группой. У бортика стоит. Да, это там целая команда. Все, и привычная всем ТШТ, как называют болельщик, тренерский штаб Тутберидзе. Я уже повторюсь, Сергей Викторович всегда на прыжках, всегда готов помочь, подсказать. И всегда ребята к нему подходят абсолютно свободно, спрашивают, не могли бы вы посмотреть, он всегда поможет. Этери Георгиевна, которая вообще идейный вдохновитель всей большой команды, и у нее не забалуешь, что называется. И дисциплина, и хореография, и расслабляться в этой группе точно нельзя. Ну и Данил Маркович тоже всегда с творческой своим мышлением всегда подскажет, всегда посоветует, как лучше зайти, как лучше сделать жест рукой. Ну и в технике тоже очень хорошо понимает. И что нас удивило, Этери Георгиевна, кстати, тоже в парном катании очень хорошо понимает, потому что тоже каталась, делала очень много парных элементов в момент выступлений из ледовых шоу. Поэтому мы, когда с Владимиром работали вместе с Этери Георгиевной, всегда она нас удивляла своими решениями. Но она заинтересованно относится к парному катанию, и если какие-то ей вопросы непонятны, она очень всегда вникает в детали, в нюансы парного катания, всегда интересуется, спрашивает, что ей непонятно. Поэтому человек увлечен полностью этим видом. Ну и как результат мы видим, что и первые 5 мест первенства России у этого тренерского штаба. И сейчас посмотрим, как закончатся эти соревнования. Пока что, напомню, лидирует Касинс Бригей из Санкт-Петербурга. И вот
именно с этой парой предстоит соревноваться следующим 4 участникам. Разминка тем временем подошла к концу. Совсем скоро мы увидим первую произвольную программу в этой разминке. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Ну что ж, сильнейшая разминка начинается с выступления Полины Сажиной и Алексея Белкина. Ну, тоже не без борьбы, увы и ах. Ошибка-то абсолютно ненужная и непонятная случилась во время исполнения прыжковых элементов. Все это мы, конечно, обсудим, но в целом все равно хочется поздравить ребят, потому что такой первый сезон в такой конкуренции и столько успехов в этом сезоне, что, да, может быть, до конца где-то сезона не хватило. Сегодня, конечно, не самый прокат удачный для этой пары, потому что видели мы гораздо сильнее их катание. Но самая, конечно, большая потеря при исполнении каскада
Ну, очень жалко пара, мне понравилась, хорошая программа, хорошо катаются вместе, друг к другу подходят. Вот не договорились на каскаде, когда его делать, в первой попытке или во второй. Так, к слову, когда спрашивают, особенно одиночное катание у парников, а вы успеваете в программе договориться, разговаривать о чем-то, то вот наглядный пример, что нет. Пары не разговаривают между собой во время выступления. И как раз произошло такое, наверное, недопонимание между партнерами на исполнении вот тройного луца. Здесь должен быть каскад, и партнер пошел продолжать дальше связку комбинации. А девочка хотела перенести каскад вот как раз к этому флипу, и получился всего лишь тройной луц, одинарный тулуп. Засчитан. И даже можно было сделать, в принципе, по линии одинарный тулуп, даже Горохов, когда она уже увидела, что это произошло, и добавить двойной аксель еще. Но чтобы это, хоть какие-то баллы это набрать. такой момент быстрый. Но ты не что успеешь сообразить в моменте, да. Еще выброс был на 2 ноги в степ-аут. Сальхов выброс не самый дорогой, второй выброс был чистенький, но можно было, наверное, и на Ридбергер замахнуться. Ну, учат наши ребята. Прыжковый Не надо забывать, контент что позволяет. только в августе Полина пришла в парное катание. Это бывшая одиночница. И посмотри, сколько она научилась. И подкрут, Нет, безусловно, четверной подкрут, хорошая кстати, пара. на тренировках ребята делают. И тодосы, и вращения. Ну, все сразу научиться невозможно. Поэтому, конечно, я уверен, что в следующем сезоне ребята будут делать уже сложный набор выбросов, и флипы, и Ридбергер. Но пока с Сальховым. Им этого хватало на протяжении всего сезона, чтобы быть в призах на всех соревнованиях. Ребята занимали призовые места, в том числе на первенстве России. Первенство России призовную программу вообще выиграли. Сегодня, конечно, будет скромная сумма баллов из-за этого каскада. Совсем мало. 112,96. Это 4-е место по произвольной. Ну, за каскад вот 4,60 стоит оценка. А с выполненным чистым исполнением там баллов под 15, мне кажется, да, где-то 12-13. Да, и очень много теряют ребята. Но сейчас наше внимание к Зое Ковязиной и Артемию Мохову. Именно они представят своего гладиатора, свою произвольную программу. Хочется, чтобы у ребят уже наконец все получилось в этом сезоне.
Золя Ковязина, Артемий Моков. Прям выдыхаю вместе с ребятами. Очень напряженный прокат, но увидел я, как Зоя рукой после выброса Ридбергера победно сжала кулак. И молодцы ребята. Сейчас только один элемент у них на пересмотре. Это последнее совместное вращение, потому что как-то вышло так, что ребята немножко опаздывали в музыку. Сейчас только будем ногу твою смотреть. Если ты отперся, 100%, да, промежуточные лидеры сейчас будут. Прокат хороший. Была небольшая заминка на каскаде у партнера после тройного флипа его И, качнуло. кстати, сразу же Филипп сейчас об этом сказал. Ну, сейчас только твою ногу будут смотреть, оперся ты на нее или нет. Ну, поставил на лед, поставил. Но он не опирался точно. С нашей позиции комментаторской было видно это хорошо. Лед задел, я не знаю, скорее всего, просто Отминусован, да, будет каскад. пойдут Джоуи на минус. Еще и ребро там находят. То есть так, по Джоуи просядет этот каскад, но в целом во всем остальном ребята молодцы. Вот смотрим. Флип. А, рукой он коснулся, и И ногой ногой. тоже, да, чуть-чуть. Но доделал. Да, доделал. Что похвально. Причем так подумали они перед первым максимумом. Я думаю, ну, неужели сейчас вторая пара к ряду что-то придумает. Но нет, все-таки поборолись за этот каскад. Выбросы были шикарные. Ридбергер параллельный прыжок был тоже шикарный. Поддержки как будто бы немножко под контролем так были сегодня. Нигде не хотелось потерять. Хорошие проходы были, без потери хода, без зубцов в поворотах. Позиции интересные, поэтому с поддержками проблем не было. Как будто бы это такая пара, Вов, как вот ближе к нашему с тобой поколению, да, как-то вот она больше такая похожа Вот на... я Тодос хочу обратить внимание, что старался дотерпеть до 4-го уровня, но все равно поставили, по-моему, 3-й. Не нашел там судья 3 оборотов. Ну, здорово, что не стал терять по GUI в этом Тодосе. То есть, когда почувствовал уже Артем, что теряет он позицию, теряет ход, выехал в скорость, и, то есть оставил этот элемент плюсовым. Да, он 3-го уровня, но зато по GUI... Но по GUI было бы больше, если бы он сделал 2 там, с четвертью оборота на 3-й уровень и не пытался еще вот эти вот полоборота докручивать до 4-го уровня. Но он так и сделал. Но он сделал почти 3. Да, ну, 3 не было. пограничные. 3 чуть меньше или 3 чуть больше. Ну, что поставят судьи, посмотрим. Останутся ли они в лидерах. 125, это очень хорошая оценка. 125 баллов ровно, текущее первое место. Ребята уже абсолютно точно в призах. Первое место. И для соперников тоже эта сумма волнительна, потому что 193-73, почти по 200 баллов. Вот такие у нас юниоры. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Ольга Сапода, Павел Астахов. И, конечно же, их волнительная произвольная программа. Прежде всего мы ждем четверной сальховский выброс.
Ну, такого я не видел, мне кажется, никогда у этой пары. В принципе, не свойственно им такое катание. Но как-то с первого же элемента как не пошло, так и не пошло. И попытка четверного выброса, конечно, была, но абсолютно ни в темп, ни куда. И как и прыжки, как и еще один выброс, конечно, столько ошибок, 3 падения. Ну, вообще без координационных элементов сегодня произвольная программа у Оли и Павла. Очень жаль, да, что получилась такая произвольная, начиная с первого элемента, там как эффект домино уже подряд элементов не получались. Да, сейчас всем сложно находить слова, и нам, комментаторам, и тренерам для своей пары, а тренерам еще и следующую пару выводить. Поэтому тут ничего не поделаешь, тут надо Это спорт, к сожалению. Так бывает. уметь держать удар, уметь нервное напряжение приводить в нужное русло, использовать Вот этот адреналин. Первый каскад. Да, и сразу падение. Но причем перенесли они каскад все-таки на второй но вот выброс. попытку. Выброс. Положение в воздухе было не самое комфортное. Такое ощущение, что вперед ноги летели. Ну, как будто не корпуса, попали да. совсем в него. И, возможно, там даже еще недокрут найдут на выбросе. Я думаю, такого не случится, но вот Ридбергер мы видим. Но каскад перенесли. Казалось бы, что уже Да, но здесь получился. недокрут на двойном акселе на втором, и у Оли опять, и потом вообще одинарный одинарный. То есть, что переносили, что не переносили, обнулили. Ну, маленькая выгода, возможно, есть. Сил потратили много. Сил потратили не просто много, а огромное количество, потому что вот это вставать со льда, догонять партнера, и психологически очень тяжело еще всю программу докатывать. И здесь тоже очень болезненное падение. Ну, так еще надо встроиться в программу, в музыку, и все это тоже отнимает очень много энергии. Ну и докатывали, конечно, уже без настроения. Ну, какое тут настроение, когда ты понимаешь, что ты боролся за первое место, а теперь как бы не оказаться на последнем с таким прокатом. То есть, конечно, все это в голове крутится. И Ну, разборы надо делать после проката. За бортиком, в кисен-край и в раздевалке. Докатывать в любом случае надо. Ни в коем случае не бросать программу. да. За исполнение произвольной программы Техническая оценка очень Павел Астанов набирают 102,90 баллов. Сумма за 2 программы 173,87. На данный момент они занимают 6-е место. Ну, не последний. Это уже слабое утешение, но как есть. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Полина Шешелева, Егор Карнауков, Москва. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, лидеры юниорской сборной в парном катании, двукратные победители первенства России. И их произвольная программа «Вивальди. Времена года».
браво, браво. И какое напряжение. Полина аж плачет. Посмотрите, это такой юный спортсмен. Вот так до слез можно Полина кататься. Шешелева, Егор Карнаухов. Аплодисменты, классный прокат. Получили все И удовольствие от просмотра. Ты можешь себе представить, что сейчас на твоих глазах произошло? Да, мы увидели каскад, который я видел еще и в чистейшем исполнении на Кубке Первого канала. Тройной флип, тройной тулуп, тройной тулуп. Мы увидели четверной подкрут третьего уровня. И можешь себе представить, что вот с таким же прокатом, только еще с чистейшим каскадом, эта пара на Кубке Первого канала юниорском проиграла последней паре этого турнира Домажирова и Вигер. Представляешь, какая конкуренция? Давай. В течение сезона. юниоров Уходим на бешеная, международный, нам не конечно. хватит, да? Давай. Ничего не добавить, нечего. Но, опять же, не с первого сезона они дошли до такого уровня. Ну, я опять, Поэтапно добавляли, и каскад усложнялся с каждым сезоном. Если раньше было 3-3 и, по-моему, двойной аксель добавляли, Да, то да. сейчас уже из 3 тройных прыжков состоит каскад. Вот нам показывают четверной подкрут, кстати, со шпагатом, что очень большая редкость в четверном исполнении. Да, здесь только касанием на ловле вот не взяли ребятам, чтобы четвертый уровень получить. Вот как раз тот самый каскад, тройной флип, Здесь тройной недокрутик, тулуп мне кажется, у Полины будет. и еще тройной тулуп. Находят там. Да. И отдельно еще тройной луц параллельно, прыжковый наборный, самый сложный, который когда-либо был в парном катании. Ну, довольно строго по прыжкам судьи все-таки отсудили. И на втором прыжке нашли недокрут. Я думаю, что это ни на что не повлияет на итоговую таблицу. Чтобы сильно не отрывались. Чтобы совсем уж соперников не деморализовывать, видимо, судьи решили по полной разобрать их. Даже разбирать ничего не хочется. Просто наслаждаемся повторами. Ну, действительно, технический прокат просто волшебный. Конечно, ну, Выброс Ридбергера. добавлять нужно и в катании, и в представлении программы все больше. Но когда такая сложность, как будто бы что там возможно добавить, когда ты в такой степени концентрации должен находиться на протяжении всей программы. Ну, когда во взрослые переходят юниоры, то там все равно немножко отличаются правила и в тех же поддержках, и по набору уровней придется все равно что-то новое учить в любом случае. Но браво, ребята, я думаю, что это за 200 баллов. Я думаю, что это 100% первое место, 70 и 40 за технику. Хотя на ЛУЦ тоже Q Вот поставили. я говорю, что строго прыжки отсудили. Карнаухов набирают 130,1. Так, первый. И мы поздравляем весь тренерский штаб Этери Беридзе с очередной победой в парах. Сразу 2 первых места. Чуть-чуть не хватило, чтобы всю тройку забрать, но безукоризненно сегодня практически катались Кассинс и Бригей, допустили меньше грубых ошибок и, как мне кажется, довольно справедливо заняли третью строчку. Мы поздравляем всех участников, всех, кто смотрел и следил за этими соревнованиями, потому что действительно было интересно. Шешелева, Карнухов, первые, Ковязина, Мохов, вторые, Кассинс, Бригей, третий, Гусева, Овчинников, четвертые, Сажина, Белкин, пятые, шестые, Парсегова, Богданов, седьмые, Сабада, Астахов и восьмые, Домажирова, Вигера. Таков итог соревнований не в произвольной программе, а уже в общем итоге наших спортивных пар на юниорском финале Гран-при России. Мы всех поздравляем. Надеюсь, что вам понравилось смотреть парное катание в нашей компании. Напомню, что с вами были олимпийский чемпион Максим Троньков, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов. Последние парники, кто добывали медали на Олимпийских играх для нашей страны. Мы с вами прощаемся. Желаем вам всем хорошего настроения. Продолжайте смотреть фигурное катание на Первом канале. Вов, спасибо. Всем спасибо. До новых встреч. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров в парном катании. Победителями турнира стали Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва.
заняли Зоя Корязина, Артемий Мохов, Москва. На третьем месте София Диана Касинц, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Награждение победителей и призеров проводят рефери Светлана Кандыба и технический контролер Ольга Кожемякина. Награждается тренер победителей Филипп Тарасов.